Приветствую всех на канале Ярилкин Сундучок. Сегодня я хочу вам предложить связать со мной вот такую вот кошечку. Это тоже из серии булочки. Да? Она такая маленькая. Ножки у нас вот такие, видите. Хвостик есть. Юбочка очень сильно присборенная. Если вы не хотите именно такую юбочку, вы можете сделать немножко ее не такую пышную. Это уже на ваше усмотрение. Там вы поймете, как ее вязать. И если что, захотите сделать ее поменьше. На мордашке у нас, как всегда, присутствует утяжка. Носик приклеенный, глазки вставленные. Оформление это у нас все вышитое, и плюс утяжки идут глазика и мордочки. Ушки я вот такие вот решила сделать для кошечки, мне понравилось. Ну и все, в принципе, она цельновязаная. Что у нас здесь? У нас здесь ввязывается хвостик, ввязываются ручки, а ушки пришиваются. А все остальное вот мы начинаем вязать с ножек и заканчиваем головой. Это у нас цельное. Ну все, смотрите, я вам показала вот эту малышку. Единственное, что я сейчас вам еще скажу ее размер. Да, вот, чуть не забыла, да. Значит, смотрим ее размер. Ну, 18 сантиметров. Смотрите, 18 сантиметров, это при всем при том, что я вяжу вот этой пряжей Dolce или Woolen Bunny Baby крючком 3,5. Если вы будете вязать крючком больше, кошечка получится немного больше. Ну все. Сейчас поговорим, какие нам необходимы инструменты и материалы. И далее приступим к вязанию. Сейчас я хочу вам рассказать, что нам понадобится для того, чтобы связать кошечку. Я сейчас покажу ниточки сначала, какие у нас будут. Я, значит, выбрала, смотрите, как основной цвет у меня будет кошечка вот такая. Это Woolen Bunny Baby. Сейчас скажу, 100 граммах 120 метров. И это у нас 142. Это основной цвет. Платьишко я ей хочу желтенькое сделать. Это у меня Dolce. То же самое в 120 граммах, ой, в 100 граммах 120 метров. И это у нас 761 цвет. И я, скорее всего, для окантовочки или для какой-то рюшечки возьму еще вот такой вот мятный софти. Обычный софти, беленький цвет, такой вот маленький. Да? Вот, это вот эти ниточки основные по вязанию. Плюс нам понадобятся ниточки для утяжки. Это вот такие нитки обычные, мерсеризированные, хлопок. Это у меня кроше 4 сложения. Вот они плотные довольно такие, но я их использую в 2 сложения. Так, смотрите. Беру я 16-миллиметровые вот такие вот глазки. Вот у меня это гвоздики на вот таких вот креплениях. Они хорошо крепятся просто руками. Хочется мне розовый носик для китьки. Да. Вязать я буду вот таким вот крючком 3,5 миллиметра. Ну, кто-то вяжет 4. Это вы там смотрите, как вы привыкли. Ножнички. Я первую петельку я всегда отмечаю вот такими вот маркерами. Это мне понадобится. Иглы для сшивания разные могут быть. Вот такого плана, смотрите, пластмассовые, металлическая, вот такая вот изогнутая тоже бывает. Вот такие нам понадобятся. Для утяжки вот такие вот большие, длинные, чтобы нам было удобно и мы могли попасть во все расстояния, которые нам будут необходимы. Что еще я вам не сказала? Вроде я вам все сказала. Ну, естественно, у меня наполнитель вот такой вот холофайбер. Я пользуюсь, мне нравится. Готовим ниточки, готовим инструменты. Берем с собой хорошее настроение и будем вязать кошечку.
начнем вязать нашу кошечку с тех деталей, которые пришиваются или ввязываются, чтобы у нас уже все было готово. Начнем вязать ручки. Да? Вот я взяла основной цвет. Вот у меня подготовлен маркер, основной нить контрастного цвета и маркер для определения первой петельки. Я всегда отмечаю первую петлю. Делаем 2 воздушные петли. Раз, два. И сейчас во вторую петельку мы с вами должны провязать 7 столбиков без накида. Первый столбик я отмечаю маркером. И далее провязываем. И 7. Мы провязали 7 столбиков. Теперь ставим наш основной маркер. И второй ряд это у нас просто 7 столбиков без накида. Вот у меня первый был отмечен. И мы сейчас просто провязываем 7 столбиков без накида. И 7. Вот у нас уже так выглядит наше начало ручки. Так, далее третий ряд мы вяжем 5 столбиков без накида и в конце делаем убавку. То есть провязываем 5 столбиков без накида. И вот у нас осталось 2 петельки. Мы делаем убавку за передние полупетли. Вот так. Смотрите, мы с вами уже провязали рядочки наши. И сейчас мы вяжем 4, 5 и 6 ряд, то есть 3 ряда по 6 столбиков без накида. Давайте свяжем эти 3 рядочка самостоятельно. То есть мы просто берем и вяжем по кругу наши 6 столбиков. Вот мы довязали до маркера. Теперь вот так вот смотрим. Вот у нас ножка. И провязываем еще одну петельку. Это ручка у нас, чтобы сравнять. И будем закрывать. Но сначала надо слегка нашу лопатушку наполнить холофайбером или синтепоном туда вниз, чтобы у нас вот тут вот она была всегда кругленькая и объемная. Все, вот так вот у нас ручка. И теперь мы закроем 3 столбиками. У нас же 6 петелек, да? И просто вот так попарно закрываем эти петельки. Все. Хвостик сильно короткий не оставляйте, чтобы он потом у нас там хорошо вязался. Вот таких вот лопатушек надо сделать 2. Так, дальше что мы будем с вами вязать? Будем вязать хвостик. Тоже нить основного цвета. Начинаем точно так же 2 воздушные петли делаем. Раз, два. И во вторую от крючка мы провязываем 8 столбиков без накида. Первый,
и 8. Провязали 8 столбиков. Берем наш маркер, нитку контрастного цвета. И сейчас мы с вами второй, третий, четвертый ряд просто вяжем 8 столбиков без накида. То есть мы ничего не меняем. Вот мы как набрали 8 столбиков, так будем сейчас вязать ряды. Вот так вот берем и провязываем наши 8 столбиков. И 8. То есть берем сейчас и вяжем. Это второй ряд мы провязали, значит, третий, четвертый, пятый вяжем без изменений. Давайте свяжем самостоятельно. Провязали мы с вами эти ряды, и в шестом ряду мы вот так вот делаем 2 убавки. Далее довязываем наши петельки до маркера. И теперь смотрите, надо наполнить немножечко наш хвостик в самом низу. Да, вот так вот, чтобы он внизу был как бы пушистенький, да. Чисто вот низ. Так. Провязываем еще. Это у нас был 6-й ряд, мы сделали убавки. Вяжем 7-й ряд просто 6 столбиков. Так, мы провязали 6 столбиков. И сейчас провяжем так, чтобы у нас хвостик вот так вот изгибался, чтобы нам было его так закрыть, да? Вот провязываем еще петельку. И еще, то есть мы дополнительно провязали 3 петли. Вот, все. И закрываем попарно эти наши 6 столбиков. Так, вот раз, второй столбик. И вот так вот третий. Все, смотрите, вот у нас так вот хвостик. Отрезаем. Вот у нас есть, смотрите, есть у нас 2 лапки, есть у нас хвостик. И сейчас будем вязать ушки. Сейчас будем вязать вот такое вот кошачье ушко. Значит, смотрите, я софти вязала в 2 нити, делала обвязку. Как я это делала? Я беру нитку, достаю из внутри клубочка и снаружи. У меня получается в 2 ниточки. Так, начинаем. Значит, смотрите, что мы берем. Как все, как всегда, 2 воздушные петли. Вяжем. Раз, два. И во вторую от крючка мы с вами вяжем 5 столбиков без накида. Теперь мы будем вязать поворотными рядами. Делаем воздушную петлю, поворачиваем и сразу вот сюда делаем прибавку. Прибавку сделали. Вот. Делаем 1 столбик, провязываем обычно без накида.
И в следующий столбик мы с вами провязываем 3 столбика без накида. Раз, два, три. В одну петлю. Теперь делаем просто столбик без накида. И вот у нас был отмеченный первый столбик. Мы в него провязываем прибавку. Это мы с вами сделали второй ряд. Вот так вот уже, видите, выглядит наше ушко. Далее воздушная петля, поворот. И сейчас будем дальше вязать. Делаем, вяжем 4 столбика без накида. Раз, два, три, 4. Центральную петлю, которая у нас вот здесь, мы с вами провязываем опять 3 столбика. Раз, два, три. Далее вяжем 4 столбика. Раз, два, три, 4. Смотрите, вот у нас уже такой треугольник получается. И мы сейчас вот здесь по низу, вот где у нас есть, вы видите, петельки, просто обвязываем столбиками без накида. Обвязали. Вот у нас вот такое вот, смотрите, ушко получается. И сейчас мы с вами берем софти и просто обвязываем вот так вот ушко. Вот здесь не надо, только вот это вот треугольничек, вот этот, мы обвязываем столбиками без накида. И можно сразу же вязать. Просто вяжем, не затягиваем, так пушистенько вяжем, да? Обвязываем край наших ушек столбиками без накида вот этой вот пушистенькой пряжей софти. У кого нет, не беда. Можно ушки оставить и так. Они все равно будут хорошенькие. Можете даже вязать беленькой дольче. И обрежем. Можно оставить подлиннее и с помощью этих ниточек потом пришить ушки. Здесь тоже обрежем. Запрячем потом. Это то, что мы ввязывали. Тоже убираем. Так, смотрим. Смотрите, какие у нас с вами есть интересные кошачьи такие ушки. Да? Смотрите. Все. Мы с вами связали 2 лопатошки, 2 ушек и хвостик. Это то, что мы будем по ходу использовать. Да? Откладываем. И сейчас мы с вами уже начнем вязать ножки. Так, все, мы приготовили. Начинаем вязать наши ножки. Начинаем с 2 воздушных петелек. Раз, два. Провязали 2 воздушные петельки. И во вторую от крючка делаем 8 столбиков без накида. То есть мы берем вот первую, ну, я как всегда, ну, мне так нравится, отмечаем. Раз.
Провязали. Вот у нас уже такая, видите, деталька получается. Провязали мы с вами 8 столбиков без накида. Ставим наш такой ядреный маркер. Такой цвет контрастный. И сейчас следующим рядом мы делаем 8 прибавок. То есть мы в каждую петельку провязываем по 2 столбика без накида. Вот у меня отмечено было первый столбик без накида. И сейчас сюда сразу провязываем прибавка первая. И последняя, 8-я прибавка. Вот такой теперь у нас с вами элемент ножки, да? Третий ряд мы с вами просто провязываем 16 столбиков без накида. Теперь у нас будут убавки. Смотрите, что мы делаем. Мы вяжем 3 столбика без накида подряд. Раз, два, три. Провязали 3 столбика подряд. Теперь делаем 5 убавок подряд. Раз, два, три, 4, 5. Сделали 5 убавок и довязываем наши столбики. Их тут будет 3 штучки. Раз, два, три. Связали. Видите, какая лопатоха у нас уже получается. Вот. Далее, это был 4-й ряд, 5-й ряд. Сейчас вот все, что вот у нас есть, мы сейчас делаем 5 убавок. То есть сразу начинаем делать 5 убавок. Раз. Два. Три. Четыре. Ой. И последняя, 5-я. В конце у нас остается 1 столбик. Просто его провязываем. Вот, видите, какая лапуся получается. Так, и сейчас мы с вами делаем 6 прибавок. У нас получается здесь 6 петелек. Делаем 6 прибавок. Тут смотрите внимательно, чтобы не пропустить. И вот последняя, 6-я, 6-й столбик. И это у нас с вами получается лопатошка нашей кошечки. Сейчас ее надо наполнить, чтобы мы уже потом не думали о том, что ее надо наполнять. Давай. Наполнили. Маркер вынимаем. Сейчас делаем соединительную петельку и обрезаем. На этом этапе мы с вами
одну ножку уже связали. Теперь, значит, вяжем вторую ножку точно так же и будем соединять. Ниточку не обрезайте. Давайте вяжем самостоятельно вторую. Вот наши лопатошки. Мы уже их связали. Это вот вторая. Смотрите. Сейчас мы их вот здесь соединим. Только вот тут я чуть-чуть провяжу на бок еще одну петельку. Там даже две, наверное. В общем, 2 петельки провязываем после маркера. Маркер я вынула, он нам уже больше не нужен. Ну, на данный моменте. Потом мы его поставим, когда надо будет. Соединяем мы между собой воздушными петлями. Делаем одну воздушную петлю. Вот, сделали. Вот она у нас здесь есть, да? В этой ножке тоже вот тут вот по центру, где она у нас, да, мы соединяем. И сейчас будем сразу вязать. Смотрите, как мы вяжем. Сейчас будем соединять и вяжем 5 столбиков без накида. Провязали 5 столбиков без накида. Это я сейчас, видите, ввязываю. Провязали 5 столбиков без накида и в следующую петельку делаем прибавку. Далее вяжем 6 столбиков без накида. Вот мы подошли к нашей вот этой воздушной петельке, да? Она у нас здесь одна, но мы в нее сделаем 2 столбика без накида. То есть у нас здесь получится как бы такая вот прибавка, да? Тут вот надо найти эту нашу петельку и в нее провязываем 2 столбика без накида. Далее мы уже переходим на вторую ножку, и по второй ножке мы сейчас вяжем 6 столбиков без накида. Провязали 6 столбиков без накида, делаем прибавку и далее вяжем 5 столбиков без накида. И вот в эту петельку, которая у нас была воздушная петля, тоже вяжем 2 столбика без накида, то есть как бы прибавка теперь уже с этой стороны, да? Все, мы с вами прошли по кругу, мы соединили ножки, смотрите, ставим уже маркер, он у нас теперь будет стоять здесь, как бы начало отсчета, да? И сейчас мы с вами вяжем второй ряд. То есть я первый ряд, это я считаю соединение ножек у нас было туловище, да. Второй ряд мы просто сейчас вяжем прибавочный ряд. 4 столбика без накида, прибавка. Смотрите, у нас сейчас здесь должно быть 30 столбиков. Когда мы сделаем прибавки, 4 столбика без накида, прибавка 6 раз, у нас будет 36 столбиков без накида. Бывает так, что у нас или на один столбик меньше получается, или на один столбик больше. Ничего страшного, вы не распускайте, ничего не делайте, не пугайтесь. Просто потом при провязывании постоянных рядов, где мы ничего не меняем, вы или прибавите там эту петельку, или убавите петельку, если она у вас получилась лишняя. Единственное, что там надо будет где-то симметрично сделать, чтобы оно у вас выглядело естественно. Да? Значит, вяжем 4 столбика без накида. Раз, два, три, 4. И в следующую петельку делаем прибавку.
И так мы с вами должны пройти полностью круг до вот этого нашего маркера, который мы поставили. Давайте вяжем самостоятельно, проверяйте, как у вас получается, и встретимся. Так, следующий ряд. У нас просто 36 столбиков без накида. Вяжем этим цветом, но в конце ряда мы с вами вяжем хвостик. Видите, у нас хвостик, он немножечко так вот изогнут. Я буду его вязывать вот таким образом. Вы можете вот таким, то есть как захотите. У нас здесь 3 петельки, которые мы должны совместить с петельками на туловище. Если брать средние 3, то вот у нас вот петелька, и третья как раз там, где маркер. Значит, мы с вами вяжем и останавливаемся, не довязывая 2 петелек до маркера. И будем ввязывать хвостик. Сейчас просто вяжем наши 36 столбиков без накида по кругу. И не довязываем 2 петельки, останавливаемся. Давайте вяжем самостоятельно этот ряд. Вот мы довязали. Вот у нас будет 3 петельки. Мы сейчас вот 3 петли с хвостика должны провязать вместе с петельками нашего туловища. Взяли сюда, так, вывели, провязали и провязали столбик без накида. Во вторую ввели и здесь во вторую ввели, так, и провязали второй столбик. И вот у нас тут третья петелька, вводим в третью, вводим, так, здесь еще подхватим, чтобы у нас вот тут вот боковая петелька не болталась, и провязываем. Мы ввязали хвостик, у нас он уже на месте, и следующий ряд мы с вами сейчас просто поменяем цвет на цвет платьишка. Давайте, значит, смотрите, как мы меняем цвет. Я начинаю провязывать столбик без накида той же ниточкой, которой я вязала, а заканчиваю я его уже провязывать ниточкой, которая мне нужна сейчас для смены цвета. Все, провязали, мы цвет сменили. Сразу можем ниточку эту ввязать вместе с той, которая нам уже больше не нужна. Так, вот мы с вами просто заменили цвет. И сейчас вяжем по кругу наши 36 столбиков без накида, без каких-либо изменений. Все, смотрите, вот теперь можно уже отрезать эту ниточку. Я ее сразу ввязала. Вот она нам сейчас пока не нужна. Вот желтую тоже уже вязали, можно за нее не переживать. И продолжаем вязать. Давайте вяжем до маркера самостоятельно. Это мы с вами уже переходим на цвет платья. Одеваем нашу кошечку. Вот у нас теперь уже произведена смена цвета. Довязали мы до маркера. И сейчас для того, чтобы нам пришить юбочку, потом сюда подсоединить, мы должны провязать еще один ряд без изменения. 36 столбиков без накида за задние полупетли. Ну, тут у нас, видите, петелька еще того цвета осталась. То есть вот у нас есть петельки. Они состоят из 2 половинок. И вот есть задняя полупетля. Вот мы вяжем за заднюю полупетлю столбики без накида. Сейчас я чуть-чуть провяжу и покажу, что у нас получается. Вот здесь у нас, смотрите, вот остаются вот эти вот полупетельки, за которые мы потом схватимся и пришьем пушистую юбочку. Ну, привяжем, да? Давайте сейчас просто
внимательно провяжем этот ряд за задние полупетли. У нас здесь тоже 36 столбиков по кругу без изменения. Так, ну что, смотрите, ножки связали, хвост вязали, цвет поменяли и даже оставили ряд для вывязывания юбочки. Мы провязали уже теперь ряды, которые у нас были без изменения. И сейчас продолжаем вывязывать тело нашей кошечки до ввязывания ручек. Сейчас у нас пойдут убавочные ряды. Смотрите, пока что все вяжем цветом платья. Сейчас мы должны провязать убавочный ряд, 4 столбика без накида, убавка. Таких убавок у нас будет 6. И у нас будет по окончанию 30 столбиков без накида. То есть мы делаем 1, 2, 3, 4 и делаем убавку. И далее точно так же не наполняйте пока тушку. Нам просто будет легче привязать юбочку, пока она не наполненная. Давайте вяжем этот ряд самостоятельно и встречаемся в следующем ряду. Провязали и этот ряд. Далее у нас идет следующий убавочный ряд. 3 столбика без накида, убавка. И в конце у нас будет 24 столбика без накида. Значит, вяжем 3 столбика и делаем убавочку. И этот убавочный ряд точно так же мы повторяем эти блоки до маркера. Следующий ряд у нас убавочный. Таким образом мы вяжем 2 столбика без накида, убавка. То есть тоже таким же образом 1, 2 и следующие 2 петельки это у нас убавка. Давайте этот ряд вяжем дальше самостоятельно. Так, дошли мы с вами до того ряда, где будем ввязывать ручки. Как я ввязываю ручки? Я просто вот смотрю сюда сбоку, да, вот так вот по ножке и выделяю 3 петельки, по которым я ввяжу ручку, да, чтобы она была вот так вот по центру ножки. Вот я так глянула, вот 1, 2, 3. Значит, сейчас провяжем 3 столбика без накида, провязываем от маркера. 1, 2, 3. Смотрим еще, как у нас тут получается. И начнем ввязывать вот с этой вот петельки, ввязывать ручку. Ручки я ввязываю вот таким образом, чтобы они прилегали к телу. И ввязываю точно так же, как я ввязывала хвостик. То есть, смотрите. Вот так. Пропускаем. Единственное, что следите, чтобы тут вот петелечки были подтянуты. 1 провязали. Теперь у нас 2 петелька во 2. И 3. Но здесь я еще подхватываю вот эту вот петельку. И столбик без накида. Все. Далее вяжем по туловищу наши столбики. И здесь мы сейчас посмотрим точно так же. Вот у нас ножка. И вот у нас 3 петельки. То есть вот я сейчас, вот видите, вот так вот по центру. Вот по центру. Я сейчас отмечу маркером тот столбик, с которого надо будет привязать лапку, да, вот чтобы оно было равномерно. И сейчас довязываем. Там еще раз перепроверим. Лишний раз всегда можно перепроверить, чтобы не ошибиться. Значит, смотрите, довязали.
вот эти наши 3 петельки. Точно так же берем нашу вот эту вот лопатошку. Вот так вот будем ее ввязывать. Подхватываем здесь петельку. Вводим сюда. Выводим наперед на лапки. Подтягиваем, чтобы у нас плотненько были эти петелечки. И провязали. Вторая наша петелька. Здесь во вторую. И провязали. И вот тут у нас третья. Третья. И провязали. Все. И давай довязываем до маркера. Так, смотрите, мы ввязали ручки. Вот так вот они у нас уже здесь есть. И дальше у нас идет ряд убавочный. Мы теперь делаем убавки таким образом. Столбик без накида, убавка. То есть просто провязываем столбик без накида и сразу делаем убавку. Это мы уже с вами подходим к шее. И убавка. Давайте вяжем этот ряд тоже самостоятельно. Сократили. Вот у нас такое уже здесь отверстие под шею. Следующий ряд мы просто провязываем 12 столбиков без накида по кругу. Просто берем, вяжем 12 столбиков. И в следующем ряду мы с вами сделаем замену цвета. Давайте вяжем и готовим ниточки для того, чтобы сменить цвет. Вот я здесь выровняла по центру спинки, чтобы у нас было по центру. И сейчас будем менять цвет. Менять цвет делаем точно так же. То есть мы начинаем вывязывать той ниточкой, что у нас была, а заканчиваем столбик без накида той ниточкой, которая у нас будет. И мы сразу же в первую петельку мы делаем прибавку. И теперь в каждую петельку делаем прибавку. Значит, смотрите, у нас 12 столбиков. Значит, по провязыванию этого нашего круга у нас должно получиться 24 столбика без накида. И это уже будет у нас первый ряд головы. Давайте делаем этот ряд самостоятельно. Все. Мы заменили цвет. Видите, мы провязали. Вот у нас уже пошел первый ряд головы. Вот так вот у нас идет. Да? Мы тушку не наполняли. Вот такая она у нас малышка. И желтый цвет мы с вами можем уже отсюда забрать. Все. И он у нас сейчас как раз пойдет на вывязывание юбочки. Да? То есть вот это все мы здесь оставляем, как у нас было. Переходим на низ и вспоминаем о том, что у нас здесь есть оставленные полупетли. Вот тут вот, ну, тут перепад. Вот, вот они, видите, вот они. Мы сейчас подсоединяемся к этой петельке. Вот. Берем нашу ниточку нашего платья. Вяжем 3 воздушные первые. 3. И сюда же, в эту петелечку, мы еще провязываем 2 столбика с одним накидом. Смотрите, вот мы сделали в первую петельку 3
3 воздушные петли, это у нас имитация столбика с одним накидом, и еще 2 столбика с одним накидом. То есть юбочка у нас будет, в каждую петельку мы провязываем 3 столбика с одним накидом. Вот эту ниточку сразу вяжите. Вот, значит, показываю еще раз. Смотрите, накид. Находим вот эту нашу петельку оставленную. 1 столбик. Сюда же 2 столбик. И сюда же 3 столбик. Вот. И вы, как уже поняли, мы так должны провязать по кругу, находя все вот эти оставленные полупетельки. Это у нас будет первый ряд юбочки. Давайте мы сейчас этот ряд с вами свяжем самостоятельно. Провязали мы первый ряд. Делаем соединение в первую петелечку. Вот мы юбочку замкнули. Делаем 3 воздушные петли. И сейчас в каждый столбик мы провяжем по столбику с одним накидом. То есть это у нас такой будет второй ряд нашей юбочки. Давайте свяжем все эти наши столбики с одним накидом по краю юбочки самостоятельно. Смотрите, провязали мы полностью по кругу. Вот у нас 2 ряда желтеньким. Эту ниточку можно отрезать. Вот. И смотрите, окантовочку я хочу сделать мятным цветом. Я люблю окантовочку делать рачьим шагом. Сейчас вот начнем отсюда. Подсоединимся нашей ниточкой другой. Закрепились. И теперь смотрите, что мы делаем. Мы идем как бы обратным ходом. Вот у нас вот тут столбик без накида. В него провязали и провязали. Как бы возвращаемся назад, захватываем наш столбик и провязываем. Возвращаемся назад и провязываем. Возвращаемся назад и провязываем. Смотрите, как мы это делаем. Мы как бы вяжем назад. Это называется рачий шаг. Да? Вот смотрите, так. Сюда захватили и провязали. И вот такая вот получается интересная обвязочка по кругу. Давайте сделаем это самостоятельно и встретимся. Все, смотрите, мы с вами связали тушку, можно сказать, да? Вот она у нас еще пустая. Все мы сделали. Вот у нас такая шикарная юбочка у этой вот Катюньки, да? И смотрите, что мы сейчас делаем. Сейчас надо вот эту тушку хорошо наполнить, чтобы она уже не была у нас такая пустая. И мы с вами будем продолжать уже вывязывать голову и оформлять дальше нашу кошечку. Так что давайте наполняем, заправляем все кончики торчащих ниточек, чтобы у нас нигде ничего не осталось. И встречаемся для продолжения нашей работы.